Абсолютно зеркальные даты, палиндром, это очень редкое событие, встречающееся не каждый год. Только представьте, такой день повторится только через 180 лет. Мистический период зеркального коридора, словно луч, разделяющий мир на «до» и «после». К тому же, согласно лунного календаря, это еще и 22-й лунный день. День 8 двоек, а 8 – это число кармы, времени и бесконечности. К тому же, в этот период зарождается парад планет, сближение планет в одном секторе зодиакального круга, в зоне, которая означает глобальные трансмутации и переход на новую степень эволюции. Эта дата, 22.02.2022, поворотный момент в судьбе каждого из нас. Зеркальная дата, насыщенная бешеной энергией перемен, поделит мир на «до» и «после». Именно поэтому эзотерики и нумерологи рекомендуют подготовиться и быть внимательными в этот день. У каждого будет возможность привлечения в этот день грандиозных перемен в свою жизнь. Несомненно, что события и перемены, происходящие сейчас в нашем мире, являются частично предопределенными неким великим планом бытия. Почему частично? Просто потому, что есть несколько вариантов будущего, и именно этот день решит, каким оно будет. И это в значительной степени зависит от нас самих. Полагаю, что каждый человек на Земле понимает, что мир уже не будет таким, как прежде. Перемены уже начались, и продолжаться они будут еще долго, как и любой переходный период. Но точка невозврата пройдена, и осталось лишь приспосабливаться к переменам, привыкать к ощущению сдвинутого фокуса ценностей и заниматься собой. Заниматься собой и своим развитием. Думать лишь о том, что непосредственно касается нас здесь и сейчас, в этом моменте. Это лучшее, что мы можем сделать для себя и для мира. Здесь очень хорошо подходят слова Марка Аврелия «Делай, что должен, и будет, что будет». Двойка – это двойственность, дуальность, а это качество является неотъемлемым свойством нашего мира – разделение на свет и тьму, добро и зло, женщин и мужчин. Все имеет две стороны медали и не может существовать друг без друга. Переменчивая Луна – это также символ двойки, а Луна – это адаптация, глубина, и нам всем придется адаптироваться к новым условиям и правилам игры. Энергии духа, души и материи соединятся в этот день для обнуления и начала, и дух станет сильнее материи, а это неотъемлемая часть перемен, которые происходят в мире. Также хочу обратить ваше внимание, что эта дата очень явно указывает на главный символ священной книги Тота, карты Таро, нулевой аркан или аркан 22. Он называется Шут. Аркан Шут вмещает в себя смысл всех арканов колоды Таро. Точка и бесконечность. Все и ничего. Вот что говорится в трактовке этого аркана. Шут способен на все, на то он и Джокер. Это божественный гений, способный создать Вселенную и разрушить ее, но Вселенной еще нет, и поэтому Шут – это только ноль, ничто, абсолютная пустота, которая может стать всем чем угодно, и абсолютная свобода этого становления. В этом ничто, в потенциале содержится все. Шут всегда предупреждает о чем-то совершенно новом, что готово ворваться в жизнь, от чего в ней возникает хаос. Однако, как правило, ничего опасного в этом нет. Начало нового цикла жизни, любые новые дела, некий радикальный шаг. Это перекресток жизненных дорог, новый виток развития, чистая нерастраченная энергия. Человек догадывается, что дорога, на которую он вступил, нелегка, на ней есть неприятности и опасности, но что-то все же подсказывает, что они его как-то обойдут, и все будет хорошо и пойдет только на пользу. Вообще, присутствие шута всегда очень мощный знак. Человек, как правило, даже представить не может, что он несет. Неожиданный поворот событий, сюрприз. Может произойти все, что угодно. Карта показывает на обстоятельства неожиданные, незапланированные, которые могут полностью перевернуть жизнь. Также указывает на необходимость принятия важных решений, от которых будет зависеть жизнь и обстоятельства. Причем мы вольны избирать любое направление, идти куда угодно, делать что хотим. Это удачная возможность. Такая свобода отнюдь не часто даруется нам в жизни.
И Шут, как индикатор настоящего, своего рода благословения. Сейчас действительно есть такой шанс начать с чистой страницы. Аркан Шут показывает самое начало какого-то нового проекта в жизни. Я постарался сделать краткий обзор энергии этого дня, а уж что ж с этим делать, решать вам. Не буду давать советов о том, что нужно делать в этот день, скажу лишь, что окружающий нас мир – это отражение нашего внутреннего мира, и что своими мыслями мы создаем, творим и поддерживаем то, что нас окружает. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Благодарю за внимание. До встречи!